Эй, это Кирилл. Я очень рад, что вы включили это видео, потому что сейчас я нахожусь в Грузии, и я наконец-то поделюсь с вами своим небольшим путешествием. Сижу я в очень интересном месте. Боюсь, что сейчас люди пройдут, ничего не поймут, поэтому давайте быстро. Путешествие в Грузию не получилось спонтанным, я на самом деле это давным-давно планировал. Давайте сменим локацию, тут кто-то шумит. Стоп. Перед тем, как полететь в Грузию, нужно собрать вещи, верно? Поэтому давайте именно этим сейчас и займемся. Я еще и снимал, блин, ничего не видно было. Давайте типа заново все положу. В общем, до вылета 3 часа. Сейчас уже буду выходить. Переживаю, волнуюсь. Мне так вот это не нравится. Перед каждым путешествием вот это ощущение такое дурацкое. Вроде все собрал, если что-то забыл, ну и ладно. Главное, чтобы это был не паспорт. Вот. Няня белье сушат. Угадайте, куда я лечу. Ой, забыл палец. Ой, в общем, да, нашел я более-менее хорошее место, будет проходить кто-то, ну и ладно, что мы поделаем с этим. Я приехал в Тбилиси на середине... Приехал я в Тбилиси на пару недель навестить друзей, поэтому особых каких-то у меня планов не было, но старался посетить какие-нибудь интересные места. Начну, наверное, по порядку. В один из первых дней мы решили подняться также на фуникулере, как я сегодня поднялся, на Мтацминду, чтобы прокатиться на колесе обозрения. Это было довольно страшно, скажу я вам, но это того стоило, это были приятные эмоции. Отец. Ну и потом мы просто ходили по всяким уже привычным мне местам, потому что это мой 3-й раз в Тбилиси. Ну, как раз Грузия, мать. В один из дней я попал на День независимости, и как раз в тот день я решил просто выйти на улицу, чтобы купить сувениры, а именно открытки, и придя на главную улицу, увидел, что она вся перекрыта, и там куча сувенирных магазинов, где я как раз набрал открыток на 3000 рублей примерно. Я не помню точную цену. Потом я решил зайти в музей изобразительного искусства, остался более чем доволен. Сейчас покажу какие-то фрагменты, которые я снял там. Добрый день, наконец-то записываю разговоры в Тбилиси, Европа. Сейчас у меня вылазка в плохую погоду, но в последний выходной, ну, как последний, неважно, за открытками, буду искать клевые открытки, чтобы отправлять друзьям. Вот.
Ну и, собственно, все. Сейчас тут день Грузии, день независимости, что-то вот такое, я точно помню, скорее всего, день независимости, поэтому тут половина дорог перекрыты, весь город украшен, везде стоят всякие там продавцы со всякой ерундой, но зато удобно ходить, потому что машины не ездят. Сейчас будем смотреть, что тут есть. Я купил открыток на 37 лари. Ой, на 57 лари. Это, короче, больше 1500. Добрался я таки до музея. Музей современного искусства. Это... Я тут 3-й раз в Грузии. Я 1-й раз иду в музей. Не знаю, посмотрим. Давайте, извините за звук. Вырежу. А из-за Дня независимости Грузии тут многие дороги перекрыты не только для машин, как оказалось, но и для пешеходов. Поэтому я сейчас с трудом пытаюсь найти вообще дорогу к кафешке, в какую я хочу. Я хочу сейчас дойти до Нинес Гарден. И я очень сильно надеюсь, что там найдется столик для одного меня. Fingers crossed. Музей... Я, кстати, не помню, как он называется, но я потом, наверное, тут вставлю. Вот название музея. Museum of Fine Arts. Museum of Fine Arts. А русский хрен знает как. По-грузински тем более, I'm sorry. Но купил себе еще открыток там. Ну и, собственно, вот сейчас голодные идут домой. Ой, кушать. Блять, а что еще-то было? Я же вообще ничего не помню. Это пипец. Как я записываю видео без сюжета, без сценария? Однажды мы выделили день с утра, чтобы подняться на Черепашье озеро пешком. Это было сильно. Мы очень сильно устали, но это было интересно, это было здорово, потому что в итоге, когда мы поднялись до Черепашьего озера, мы обнаружили, что черепашки там все-таки есть. В один из дней я понял, что у меня недостаточно открыток, поэтому начал искать, где я могу купить те же самые открытки, которые мне очень сильно понравились, и нашел великолепнейший книжный, который я рекомендую посетить всем книголюбам и тем, кто любит открытки. Там вы точно найдете открытку на свой вкус. Вот, она удивилась очень сильно. Похожее заведение очень рядом находится. Я так шел по Station Square, недалеко от нее, там просто вся улица в оптиках. Я думал, зачем так? Это что за прикол? Им нормально с такой этой конкуренцией? Час я провел в этой кофейне и болтал с бариста. Мне понравилось. Советую всем. Великолепно. Настроение на весь день вперед. Прическа говно. Ну и хрен с ней.
Главное, что настроение супер. Вот так. Конечно же, находясь в Грузии, я не мог не сходить в кино официально, на оригинале, поэтому мы посмотрели Challengers. Ничего, кроме того, что мне понравилось, и это заставило меня хотеть играть в теннис, я не могу сказать, потому что это было просто здорово. Саундтрек, игра актеров, картинка, вот этот вот адреналин и стресс за то, как же закончится игра, не покидал на протяжении всего фильма, так что советую всем, даже если вы не любите теннис, вы его полюбите после этого фильма. С целью рассмотреть архитектуру Тбилиси, особенно современную, мы отправились на самый верх района Сабуртала, то есть на самую последнюю станцию, и немножко прошлись, дойдя до каких-то новостроек, которые просто великолепные, они пестрят деталями, и больше всего мне там понравился калейдоскоп, который просто так стоит, который можно крутить и смотреть в него, и рассматривать всякие узоры. Хорошо? Трутся. Иду сейчас наконец-то снимать разговорную часть видео. Надеюсь, у меня что-то получится. Надеюсь, что у меня получится поставить камеру, потому что штатив я с собой не брал. Смотрите на красоту. И на меня. Куда вот? Вот, штатив я с собой не брал, поэтому придется как-то выкручиваться уже на месте. Но место там должно быть красивое, спокойное, тихое, где я смогу спокойно сесть и, не стесняясь, вот этого поговорить. Вот. Ну, как-то так. Что вам еще сказать? Провел целый день в кафе. Сидел, занимался своими всякими делами. Прикольно было, потратил 70 лари. Это вот столько. Я не знаю, сколько это, я не умею считать. Ну, точнее, там, конечно, 30 можно просто умножить, то есть это где-то 200. Но точнее я напишу, опять же, тут. Смотря какой там курс. Anyways, отвалили. Сейчас завалюсь. Не дойду. Ужасно устал. Я сделал свои дела на Тацминде, которые мне нужны были. И я сейчас надеюсь, что я сяду куда-нибудь и запишу основную часть моего разговора, моего влога, разговорную часть этого влога, потому что я просто, я готов плакать. Какая же просто полнейшая херотень произошла. Просто я сделаю вот небольшой спойлер, да? Через минутку вы уже узнаете все подробности, потому что я сделаю склейку и расскажу вам всю эту ситуацию. Сейчас я расскажу. Сейчас я найду какое-нибудь место, чтобы сесть и записать видео, и расскажу. Но у меня просто... Меня бомбит, но у меня хорошее настроение. Оно приподнято. Несмотря на вот это вот. До встречи. Я надеюсь, что меня видно. Сейчас я расскажу историю про то, как я поднимался на Тацминду сейчас. У меня была цель сделать фотографии в фотобудке и снять как раз вот это вот видео, которое я сейчас записываю. Расскажу сначала про фотобудку, потому что это самое вкусное, что со мной сегодня произошло. Итак, для начала предыстория. Я внизу, дойдя до фуникулера, купил себе 2 бутылки воды, потому что я очень сильно хотел пить. Одну почти выпил, другая была целая, 0,5 литров. Я поднимаюсь наверх, я захожу в фотобудку, вставляю туда купюру в 5 лари, а она ее не принимает. Оказалось, что там можно вставить только монетки. Я это проверил опытным путем. Я вставил туда 1 лари монетку, он ее принял. Больше у меня не было, поэтому я пошел обменивать. Это дуреха, эта фотобудка не принимает купюры бумажные, поэтому я сейчас иду искать монеты. Причем она просто их не хочет всасывать. Girl, what the fuck? И... Ну, я вставил одну монетку, чтобы проверить, она ее приняла, и спасибо большое, я кому-то сделал скидку. Я походил по 2 лавкам с товарами, мне отказали. Сказали, что нет, они не меняют 5 лари на монетки. Люди тоже отказывались. В итоге я потом решил, что я просто пойду, куплю воды. Я купил 1 бутылку воды, мне дали сдачу. Я подумал, что этого хватит. Я пошел в фотобудку, вставил, и оказалось, что этого недостаточно. Что, еще, что ли? Что, прикалываетесь?
Так. Какой-то обсер получается. Полнейший, я скажу. Я ебал в рот. Блядь, ну нахуй. Так вот. Я вставил все монетки, которые у меня были. Этого оказалось недостаточно, поэтому я пошел покупать еще воду. Я купил одну бутылку воды. Там не было 5 лари в задаче. Я купил еще одну бутылку воды. У меня было 4 лари. Я пошел покупать еще воду. Итого у меня 6 бутылок воды. Я не знаю, что с ними делать. Я с ними сейчас спускаюсь с горы. И это просто какой-то кошмар. Что сказать, я ненавижу этот автомат уже всей душой. Пошел он в жопу, но я сделаю фото. Но, вернувшись в фотобудку, я вставил 1 лари, и этого оказалось достаточно, чтобы сфотографироваться. Это было... В итоге у меня уже 5 бутылок воды. Абсолютно дурацкая фотография, которая мне вообще не нравится. И такая вот прикольная история. И приподнятое настроение. И просранные деньги. Так, ну знаете, бутылки-то не даром, да, сделанные. Чё? В общем, не пропадают даром. Одну бутылку я уже отдал. Вот. Не уверен, что я все остальные смогу отдать. Но ладно, с 4 бутылками уж похожу, ничего страшного. Фотобудка. Спасибо, Нахвамдис. Я в шоке, но тут сейчас с горы по лестнице спускаются подростки на велосипедах. Я им и завидую, и боюсь за них. Но больше завидую. Это круто. Это адреналин. Это смелость. Это сила. Фуникулер. Чего? Фуникулер. О. Едет. Красавец. Знаете, кто еще красавец? И красавица. Тот, кто смотрит это видео. Отправь тому, кто красавец или красавица. На самом деле, тут бы было прям... классно снять видео, вот, но место прям хорошее, отличное, стена, как будто дома. Я таки дошел до стамба отеля. Тут симпатично, тут прикольно, но единственное, я сюда шел ради стены, а она не расцвела, ну, точнее, она уже расцвела и сейчас уже отцвела, и поэтому она просто зеленая, а не розовая, и немножко от этого обидно. Но хрен с ним, ничего страшного. Тут симпатично, рекомендую. Еще тут очень вкусно пахнет цветами, тут просто все в зелени. За это я, кстати, люблю весь Тбилиси, он весь зеленый, буквально. Вдоль любой дороги ты идешь, ты будешь всегда в теньке, потому что там все засажено большими деревьями. Я считаю, это огроменный плюс для города. Москва, fix this. Сейчас произошла очень странная ситуация. У меня на камере, на карте памяти не было буквально ничего, но фотоаппарат писал мне, что на ней нет места, поэтому мне пришлось ее форматировать. Не знаю, что было. Пластинки одной нет, потому что я ее сейчас слушаю, извините за испорченные кадры, буду ставить вот так. В общем, что я еще хотел рассказать. Мне очень нравится, что в Тбилиси есть стрит-арт. Он, конечно, как хороший, так и плохой встречается, но все равно его наличие очень радует, потому что, во-первых, так создается еще больше интерес, когда ты ходишь по городу, потому что рассматривать приходится не только саму архитектуру, но еще и вот эти вот рисунки, а они там чаще всего встречаются именно хорошие. В принципе, это какое-то такое лицо города, такое молодежное. Я, конечно, согласен, что оно иногда портит некоторые здания, но... О, это прикольно. Чаще всего мне это нравится. В Тбилиси с этим, мне кажется, хорошо. Если не считать всякие надписи типа писька, попка и так далее. А в Москве мне не нравится, что все закрашивают. Есть просто великолепные, точнее, были просто великолепные граффити, рисунки. Я забыл, как называется, вот это, когда всю стену раскрашивают. И это просто стирают. Это отстой. Самый настоящий. Мне кажется, что я рассказал все, что я хотел рассказать. Вам огромное спасибо за просмотр. Как говорят в Грузии, Диди Мадлоба. Я с вами прощаюсь. Не забывайте писать комментарии, ставьте реакции, делитесь с друзьями. А самое главное, путешествуйте. А встать-то я не могу. Тут не то чтобы высоко, просто тут узко. Заканчиваем видео. До свидания. Нахвамдис, как говорят в Грузии.
Блять, а что еще-то было? А я и не помню. Сейчас буду думать.